Здравствуйте! Достаточно давно я тестировал наушники Edifier NB2. Мне они определенно понравились по своему визуальному исполнению, по звучанию, по микрофонам. И сейчас в моих руках Edifier NB3, которые с одной стороны являются логическим продолжением предыдущей модели, но по факту являются совершенно другими наушниками с очень сильными некоторыми сторонами и недостатками. Если говорить про внешнюю составляющую и в частности кейс, то по своим размерам и по своему пластику он очень схож с Apple AirPods. С левой, точнее с правой стороны у нас находится клавиша для сопряжения и посередине три индикатора, которые сообщают о зарядке самого кейса. По поводу наушников. У них есть определенная схожесть с Apple AirPods Pro, но при этом достаточно хорошо вытянутый звуковод с насечками, то есть амбушюры не спадут. И плюс ко всему прочему, на самих амбушюрах на окончании находится уплотнение, благодаря которому амбушюры точно сами по себе никуда не денутся. И надеваются они, соответственно, очень так плотно. По посадке абсолютно никаких вопросов нет, потому что амбушюры достаточно плотные, то есть они не слишком тонкие и при этом... Что ж такое-то? Ну прям очень плотно надеваются. Казалось бы, уже какой опыт взаимодействия с наушниками, но такого я прям не припомню. Ладно, хорошо. И по поводу посадки никаких проблем нет. И единственное, что меня напрягает, это когда вы надеваете наушники, включается автоматически музыка. Если в предыдущий раз вы слушали какую-то музыку на высокой громкости, потом в спокойном состоянии надеваете наушники, это очень неприятное ощущение. В общем-то, также и с сенсорным управлением, которое я считаю все равно недостатком, намного удобнее, когда есть физические клавиши. Потому что пока вы вставляете наушники, поправляете, вы можете задеть сенсор и переключить музыку, либо же еще что-то. Не говоря о том, что снимаете наушники, где-то они у вас в руках, пока вы с кем-то разговариваете, и есть вероятность того, что вы опять-таки что-то нажмете. Поэтому это минус. Есть приложение Edifier, благодаря которому вы сможете регулировать многие настройки, включать-отключать шумоподавление и управлять самими наушниками. По поводу активного шумоподавления, к сожалению, ничего хорошего я сказать, да что ж такое-то, не могу, потому что оно крайне формальное. То есть даже при достаточно агрессивном режиме, то есть когда шумоподавление работает максимально, все равно окружающие шумы практически никак не подавляются. И сейчас пришло время поговорить про самую сильную сторону наушников, это их звучание. С одной стороны, чего-то сверхъестественного я от них не ожидал, но в итоге получил очень хорошо завершенное, настроенное звучание. Из минусов сразу же скажу, это то, что они не претендуют на какую-то аудиофильщину, на какую-то сверхдетальность. У них есть проблема с высокими частотами, то, что они ощущаются немного приглушенными, то есть им не хватает какой-то открытости. Но зато вы можете получить очень такую цельную картину, очень слитную в хорошем смысле этого слова, когда вы слушаете музыку. Слух сразу же не цепляется за какие-то минусы наушников, за их недостатки. Вы просто слушаете музыку, вы верите, она звучит натурально. Естественно, есть приукрашения, они больше сделаны не каким-то количественным добавлением определенных частот, а добавкой массы на тех же низких частотах, на тех же высоких частотах. И при этом сделано очень аккуратно. То есть мы получаем хороший бас, который имеет вес, который относительно хорошо уходит ближе к краю частотного диапазона, насколько это актуально для True Wireless наушников данного сегмента. И независимо от того, электронный либо же инструментальный это бас, он звучит хорошо, он звучит достаточно честно, но при этом он не перекрывает собой какие-то другие частоты. По поводу середины есть хорошая сцена, есть сцена в особенности по ширине, про глубину здесь особого смысла говорить нет. Достаточная детальность, и
очень приятное воспроизведение именно голоса. То есть особенно это касается мужского вокала. Звучит красиво, звучит приятно, именно приятно слушать. Опять-таки, здесь нет смысла разбирать со стороны именно детальности и проработки каких-то определенных инструментов, потому что аналитика — это, мягко говоря, не самая сильная сторона наушников, но и слишком сильно она здесь тоже не страдает. По высоким частотам, как я уже и говорил, есть некоторая такая закрытость, есть легкая приглушенность, но опять-таки она легкая. То есть ты ее хорошо ощущаешь, сравнивая с какими-то другими наушниками, в которых этой проблемы нет. Поэтому если до этого у вас были какие-то относительно бюджетные наушники, там проводные, грубо говоря, 10-15 долларов, если опять-таки брать там те же JBL, Sony, Panasonic, Philips и так далее, то точно никакой проблемы вы не ощутите. Опять-таки во многом за счет того, что никакие частоты не доминируют. То есть нет такого, что низкие частоты перекрывают высокие частоты. Поэтому с данными наушниками хочется слушать совершенно разную музыку, совершенно разные направления, и все звучит, в общем-то, хорошо. Нет каких-то жанров, которые бы здесь играли откровенно плохо. И благодаря этому уже создается такое приятное впечатление о наушниках. В итоге основные преимущества, недостатки я рассказал, их именно как о наушниках для того, чтобы слушать музыку. Выводы остается делать только вам. Опять же, мне они понравились, и я их могу советовать именно к прослушиванию. Если вам есть что добавить по поводу данных наушников, то, естественно, буду благодарен, если напишите это в комментариях. Если вас они заинтересовали, то по ссылке в описании сможете найти. И на этом, в общем-то, все. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.